Продолжаем знакомиться с инструментами модификаций. Мы с самими инструментами уже в принципе знакомы, да, как они работают, для чего они предназначены. Но пользовались мы этими инструментами без использования размеров. Теперь посмотрим, как это делается с помощью размеров. Допустим, мы имеем вот такой геометрический элемент. И нам необходимо его вытянуть на 1000 мм. Я беру инструмент «Тяни, толкай», подвожу его к верхней грани и нажимаю щелкаю по этой грани и сдвигаю вверх. И записываю 1000 мм. Смотрите, в правом нижнем углу написано «Distance». 1000, Enter. И вот он поднялся ровно на 1000 мм. Аналогично это можно делать на любых гранях. Например, необходимо вытянуть на 500 мм и так далее. Да? В любом направлении точно по необходимым нам размерам. Это вытянуть. Ну а также можно и вдавить, да, с таким же эффектом. Например, я вдавлю вот эту часть, показываю вниз немножко на 500 миллиметров. На 500 миллиметров. Вот так работает точно инструмент «Тяни, толкай». Кстати, если у нас уже имеется плоскость, на которую мы хотели бы выровнять вот эту верхнюю плоскость, то не обязательно вводить значение размера. Можно сделать так. Щелкнем по плоскости и дальше подводим к той плоскости, по которой мы хотим выровнять, и по ней щелкаем. И видите, они стали на одном уровне. Да? Вот можем это проверить. Они находятся на одном уровне. Дальше, следующий инструмент — это смещение. Да? Как он работает в данном случае. Выбираем инструмент, щелкаем и, зажимая левую клавишу мыши, двигаем. Мы выдвинули наружу, то есть хотим создать параллельный контур снаружи. Допустим, это 300 мм. Вы видите, в правом нижнем углу записал я 300 мм дистанс и нажимаю Enter. Вот построился, да, контур на расстоянии 300 мм. Аналогично я могу выбрать и написать 300 мм, Enter, показывая, что контур должен быть внутри. Нажимаю Enter. Все, готово. Контур внутри на расстоянии 300 мм. Видите, так мы можем точно строить контур. Ну, то есть контур параллельно существующему на определенном расстоянии, которое нам необходимо. Уберем то, что мы построили. И дальше уберем с помощью резинки оставшиеся линии. И далее посмотрим, как точно работают другие инструменты. Ну, в частности, инструмент перемещения. Для перемещения нам необходимо выбрать объект, выбрать инструмент перемещения, указать точку, по ней щелкнуть и сместить ту сторону, куда мы хотим переместить. Например, я хочу переместить на 1500 мм. Я пишу 1500, в правом нижнем углу записано, нажимаю Enter. И объект переместился на 1500 мм. Так оно работает в любом из направлений, куда необходимо. Следующий инструмент — это вращение. Инструмент вращения. Выбираю, ставлю его к точке и здесь указываю направление, откуда будет отсчитываться угол, щелкаю, сдвигаю его чуть-чуть вправо и пишу 50, в правом нижнем углу написано 50 градусов, Enter. И вот инструмент сработал, и у нас объект повернулся на 50 градусов. Ну и последний инструмент, которым можно так управлять с помощью задания геометрических размеров, это инструмент масштабирования. Значит, напоминаю, его можно вызвать вот здесь, масштабирование, вот он находится. Ну или можно, нажав клавишу, вот здесь записаны горячие клавиши S. Для инструмента масштабирования это удобно. Значит, выбрали мы объект.
Так, только один объект. Выбрали объект, нажали клавишу S, и вот, пожалуйста, вот он здесь у нас готов к масштабированию. Теперь возьмем за уголок, сдвинем его чуть-чуть в сторону, и смотрите, левая кнопка мыши зажата, в правом нижнем углу записано масштаб, вот тут в данный момент написано 1, 22, 29, 38, то есть он меняется динамически в зависимости от того, как я двигаю. Можно, конечно, подугадать здесь, подобрать вот 2 точно, но можно и проще это сделать так. Набрать 2, Enter, и вот он ровно в 2 раза масштабировался в том направлении, куда я хочу. Ну, давайте вот попробуем, посмотрим, как он здесь будет работать, в этом направлении. Я тоже захватил за кубик, подвинул его вверх, набираю 2, Enter. И вот смотрите, он, пожалуйста, работает, да, масштабировался ровно в 2 раза вверх. Хорошо это делать так с использованием масштаба, когда нам необходимо получить точные объекты во время масштабирования, да, то есть чтобы размеры соблюдались, не произвольно делать, а так, как нам необходимо. Вот, в принципе, и все, что мы должны знать про управление инструментами модификации.